Всем здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Николай, и мы снова будем пересаживать и отвечать на ваши вопросы. Я продолжаю отвечать на вопросы зрителей. Да, в этом видео взял еще несколько для одного растения, которое попало ко мне в коллекцию. И пока буду его пересаживать, поговорим немного, поотвечаем на ваши вопросы. Итак, растение, сейчас вам его покажу. Смотрите, какая роскошь. Это вот такая Рапидофора тетрасперма. Знаете, назвали, как оскорбили, ей-богу. Дали название ребенку, да? Смотрите, вот такая она красавица. Вы знаете, давно хотел завести это растение. Оно у нас почему-то, по какой-то причине, не часто продается. Не то, что не часто, вообще не продается. Пару раз я ее видел, эту Рапидофору. И она была всегда в таком количестве огромном мучнистого червеца, что я думаю, не, лучше я такое брать не буду, да, на всякий случай. А это прям чистенькая, вы знаете, недалеко от меня магазинчик открыли, как специально нашли где открывать магазинчик, прям возле моего дома. Открыли микромагазин, и вот она там была в этом магазине, да, после открытия. Я ее сразу взял. Поэтому я ее буду пересаживать. Относится она к ароидным растениям, соответственно, я ей подготовил грунт, который я делаю для ароидных растений. Здесь у меня стандартная земля, да, для декоративно-лиственных растений. Перлит, большое количество, небольшое количество керамзита, немного древесного угля и кора. Коры тоже немного, я даже добавил кору, и чуть-чуть у меня было еще торфа из коры, да, из сосны, соответственно, чтобы чуть-чуть подкислить этот грунт. Он получился очень легкий, легко дренируемый, да, ароидные вообще не любят, когда сильно у них там влажно и сильно болото, да, стоит. Поэтому вот такой грунт, я думаю, для этой Рапидофоры будет отличным. Я сейчас этот грунт отставлю, потому что первым делом нам нужно немного освободить от старого грунта. Вот ее будущий новый горшок, не намного он больше, но место для роста есть. Большое количество всегда делаю дренажных отверстий, как вы можете видеть, прям огромное. Всегда, чтобы лучше выходила лишняя влага, да, был обмен воздуха и все прочее. Всегда делаю большое количество отверстий. Итак, буду отвечать на вопросы, я их выписал себе здесь несколько на листочек. Друзья, да, постепенно буду на все ваши вопросы там отвечать, если до сих пор на ваш не ответил, не обижайтесь. Когда заинтересовался цветами и первые растения? Это, по-моему, 2 человека разных спросили. Когда заинтересовался цветами, мне было лет 12, друзья. Я был молод, наивен и чист. Да, и на тот момент растения вообще были не в моде. В том плане, что это было такое бабушкино хобби, да, 22 года назад примерно. 23 года практически назад, да, к тому же, чтобы еще парень занимался этим, это вообще табу. Но мне они очень понравились, потому что занималась ими моя сестра. Я уже об этом как рассказывал, но повторюсь быстро прям. Занималась моя сестра, и я на них подсел, на эти растения. Да, и вот лет с 12 никогда у меня больше не было периодов, чтобы я не жил без растений. Было больше, меньше, у меня было неоднократный переезд из разных городов, из одного города в другой, да, из одной страны в другую. Да, даже с одной части страны в другую потом, когда уже переехал в Испанию. Живу я здесь последние 10 лет в Испании. Жил сначала в Барселоне, а последние 4 года живу я здесь, на острове Гран-Канария. Да, первые растения, в общем, растения со мной идут с детства. Рука об руку, посмотрите, какая хорошая корневая. А ароидные не очень любят, чтобы их сильно тревожили, но мы, знаете, такой вот бамбуковой палочкой слегка подчистим. Подчистим, время у нас еще много есть. Да, поэтому мы немножечко этот грунт отряхнем старый, чтобы побольше добавить свежего. Первые растения у меня были, знаете, это были самые какие-то банальные абсолютно растения. Первое мое растение вообще это сингониум, зеленый сингониум, самый простой, который такой вот высокорослый, да, лианой растет. Он жил у нас несколько лет. Вот у меня этот сингониум, это было мое первое растение. Также одним из моих первых растений была кливия, которую мне оставила моя сестра, да, после того, как она переехала, выйдя замуж. Кливия, сингониум, и была еще у меня бегония. Огромная, тоже опять-таки бабушкин цветок. Мне достался один лист. Это бегония, она зеленая. Даже не знаю ее название, если кто знает, напишите, друзья. Это такая типичная советская бегония, во всех школах стояла. Большие зеленые разлапистые такие листья. Побег, и на нем были такие, как побег был светло-салатный, а на нем были такие розово-красные, как будто волоски такие. Вот такая была бегония. Это мои самые первые растения, друзья. С них началась моя страсть, и потом она уже не могла остановиться. Прорвало потом, и я все уже, меня понесло, да, на покупки. Следующий вопрос. Как семья относится к хобби, и в целом близкие относятся к хобби, да, как вообще, на самом деле, вы знаете, относятся по-разному. Я вообще просто стараюсь себя окружать людьми, я просто пришел к такому выводу, что нужно окружать себя людьми, с которыми тебе комфортно, да, конечно, семью мы не выбираем, но семья у меня, слава богу, адекватная.
И поэтому, ну, смотрят так, типа, Николай, как много у тебя уже цветов? Ой, еще один. Ой, а у тебя разве такого не было? То есть относятся снисходительно, относительно нормально. Чуть-чуть, конечно, я думаю, им кажется, хотя мне они в лицо этого не говорят, но я думаю, они, конечно, считают, что я перебарщиваю. Да, перебарщиваю. Бывает, когда моменты я сокращать начинаю мою коллекцию, и мне они начинают говорить, что ну как бы да, вот так получше, получше, когда меньше. Потом опять коллекция начинает расти, и все замолкают, потому что видят, что опять все пошло. Все пошло не так, как должно было. А насчет друзей, тут уже проще, да, друзей мы можем выбирать. Друзей, когда я жил еще в России, у меня цветочников не было вообще. Я, конечно, мучился, потому что никому не были мои растения интересны, никому я не мог рассказать. Но когда я открыл канал, вы знаете, я окружил себя людьми, в том плане, что появились друзья, очень хорошие, очень приятные люди, с которыми я могу обсуждать эти вещи, да, единомышленники, и чувствовать себя комфортно. И даже на их фоне, я когда смотрю на их покупки непрерывно, я иногда даже чувствую, у меня-то еще все не так плохо. Но я шучу, не обижайтесь, друзья мои. Да, в том плане, что тоже люди покупают, делятся красотой, но это еще такой момент, что еще и заражает. В том плане, что когда ты такой, ладно, я буду сдерживать себя, да, нужно подсократить количество растений. Так, вот так мы обобрали грунт, немножко совсем, чуть-чуть, я говорю, растряс корневую, и сейчас буду засыпать свеженький грунт, да. Так вот, когда твои друзья начинают заводить себе новые растения, и ты такой в завязке, тяжело бывает в этой завязке долго продержаться. Но я стараюсь по максимуму, да. Поэтому в целом отношение всех ко мне нормальное. Я сильно никому не лезу, опять-таки зная, что людям... У меня есть друзья, которые любят, например, поговорить о личной жизни, о своей... Поговорить о каких-то там, я не знаю, еще о чем-то, да, каких-то вещах других, ну, то есть посторонних. Я такой иногда думаю, особенно о личной жизни я не люблю разговаривать. Боже мой, мне настолько это скучно. Да живите вы как хотите. В том плане, что начинают рассказывать о своих женихах, своих невестах. А он так сказал. А я думаю, а она так сделала. А я такой, да что ж такое? Да расскажите мне лучше о каких-нибудь горшках, что у тебя растет на подоконнике. Мне это намного интереснее. Я не люблю слушать о чужой жизни. Если хотят сильно рассказать, я выслушаю. Но сам спрашивать вообще неинтересно. Так вот, а вот с этими моими дружочками, да, цветочными, мы прям хорошо сошлись. И тоже они живут в разных странах мира, и мы так прям комфортно, дружненько общаемся практически на ежедневной основе. Да? Что еще? Причины, по которым я завожу растения. Ой, вы знаете, причины, по которым я завожу растения, наверное, самая главная причина – это безумная любовь к природе. Я очень люблю природу, я в целом люблю проводить большое количество времени на свежем воздухе, да, в лесу, в каком-нибудь парке. Мне это очень успокаивает, расслабляет. И, соответственно, к сожалению, не могу себе пока позволить жить в частном доме, да, по крайней мере, в зоне, в которой я бы хотел жить. Не могу себе такое позволить. Поэтому приходится разводить джунгли у себя в квартире. Это, пожалуй, самая главная причина. Вот из этой причины, да, вытекает еще причина такая, что это мне дает покой. Вы знаете, я просыпаюсь с утра, я открываю окно, да, жалюзи я обычно закрываю, когда сплю, открываю эти жалюзи, бьет свет в комнату, и такие джунгли, оно все переливается, там зеленое, желтое, там что-то зацвело, что-то так, что-то сюда, у того новый лист. Это настолько приятно, настолько как-то комфортно от этого, и ты такой с утра заряжаешься этой всей энергией природы, энергией жизни, энергией роста, да, и прям вообще замечательно от этого становится, мне кажется. Плюс они еще вырабатывают кислород, да, то есть фактически у тебя дома своя мини-фабрика по производству кислорода. Они постоянно дают дать заряд энергии. Плюс у меня еще много сансевьерий, те кислород вырабатывают и днем, и ночью. Поэтому вообще идеальные растения на самом деле. Это основные причины, по которым я завожу растения, да, для меня. Вот так. И, наверное, еще, если так взять эту тему прям как-то глобально, подумать еще что-то, не знаю, для меня они приносят радость. Просто радость. Мне нравится их покупать. Я в целом не люблю покупать там ни одежду, я не увлекаюсь какими-то там машинами дорогими, да, или какими-то еще брендами, каким-то там, я не знаю, ну, чем увлекаются люди обычные, там, нормальные, так сказать, да, я не знаю, кто-то, например, собирает какие-то там, я не знаю, паровозы, да, электрические там у них коллекции, или еще что-то, марки собирают, книги, я знаю, есть люди собирают. Я книгу, если прочитал, я ее обычно несу сразу в магазин, в котором я купил, у нас есть такой, типа, магазин секонд-хенд книжный, и ты ее можешь сдать и взять новую, да, то есть фактически там разница небольшая, ты доплачиваешь. Ну, для меня, например, эта тема книг
как знания я их отдаю. Да, прочитал, зачем она мне будет лежать? Она мне просто то, что она лежит, она мне уже не приносит ничего. Хотя я знаю, что есть люди, которые любят коллекционировать, это тоже здорово. Да? Поэтому растения мне приносят радость, покой, умиротворение. Иногда они, конечно, приносят головную боль, когда они болеют, но в целом я ими доволен. Да? И они меня окружают с самого детства, как я уже сказал. Так, все, смотрите, грунт практически мы засыпали. Смотрите, как он получился. Видите, я когда растения у меня вот такого плана, я обычно их пересаживаю путем таким. Да? То есть вставляю старый горшок, в котором они были, потом я его просто аккуратно достаю, и форма остается. То есть мы в эту форму теперь будем вставлять растения. Мне так намного проще делать. Так, еще нужно учесть такой момент, что я эту рафидофору, краса, я забыл уже про это за разговором, что я ее собираюсь ставить на опору. Поэтому, вы знаете, мне ее нужно будет поставить все-таки с одного краю. Да, я хотел ее вот так. А нет, можно и так поставить. Потому что мы ей будем с вами ставить опору небольшую, рафидофоре этой. Да? И когда мы ей поставим опору, она будет на ней расти вверх. Не хочу ее держать ампелем. Я видел много раз в Инстаграме фотографии этого растения. Именно на таких небольших опорах. Да, она не должна быть какая-то супер фельдеперсовая, из мха или из чего-то. Вообще иногда поставляют палочку бамбука. И все прекрасно себя она чувствует при этом. Следующий вопрос. Затратно ли хобби и какие способы дохода? Я думаю, все, кто занимается растениями, знают, что это затратное хобби. Давайте отвечу на вопрос, потом займусь опорой уже. Затратное хобби, конечно, да, тратятся деньги. Хотя я стараюсь обычно покупать растения попроще и всегда сравниваю цены, где можно купить подешевле, например, вариант. Да? Ну, конечно, чтобы он был в моем вкусе. Я тоже не буду брать что-то совсем копеечное, лишь бы взять, да, и потом 50 лет выращивать, например, из одного листочка, если я могу купить чуть дороже и уже побольше растений. Ну, понимаете, да? То есть не какая-то там космическая разница в цене. Затратно. Иногда я продаю излишки, иногда продаю черенки, не часто. У нас в целом, где я живу, в Испании, здесь на острове Гран-Канария, не особо эта тема развита. У нас очень много садовых центров, очень легко купить все и недорого. Поэтому не часто получается продавать, но стараюсь продавать. Также YouTube, да, дает некоторый доход, совершенно небольшой, на самом деле стал после того, как ввели санкции, отменили рекламу на территории России, а примерно около 70% моих зрителей живут на территории России, и, соответственно, оттуда я теперь ничего не получаю. Поэтому раз в 2 месяца мне падает небольшая сумма, знаете, наверное, евро 70, ну чуть больше иногда бывает, 80 евро может упасть, раз в 2 месяца. Раньше, когда у меня было еще всего около 10 тысяч зрителей, мне могло упасть в месяц, да, открою уже такие цифры, в месяц могло упасть, ну, евро 100-120. Имея 10 тысяч подписчиков в месяц, да, теперь, имея 22 тысячи подписчиков, в 2 месяца падает 70-80, в зависимости еще от количества публикуемых видео, и в целом видео почему-то особо не имеют высоких просмотров. Наверное, не попадают сильно в рекомендации мои видео, и поэтому просмотры обычно у видео невысокие, то есть, да, такие маленькие, у этого тоже наверняка будут маленькие. В общем так, вот такие основные мои способы как-то покрыть мои расходы. Зачастую иногда, вы знаете, дешевле стоит само растение, чем все к нему прибамбасы. Вот, например, да, можно купить какое-то небольшое растение там, за 1,5 евро, за 2 евро. К нему нужно купить грунт, к нему нужно купить горшок, к нему нужно купить поддон, там если какая-то еще опора, еще что-то. Еще если нужна какая-то обработка и отдельно карицид. И цена в итоге вырастает этого растения в 5 раз. Да, я думаю, вы тоже все с этим сталкивались. Иногда растения дешевле, чем все к нему аксессуары идущие. Поэтому, ну, как-то вот так живем. Я думаю, часть, конечно, расходов благодаря, опять-таки, YouTube, благодаря моим продажам периодическим, небольшим, но иногда бывают. Иногда даже бывают такие неплохие продажи, да, когда сразу несколько черенков покупают или каких-то излишков моих. И в этом случае, конечно, да, я могу немного покрыть расходы. Но опять-таки, я это делаю больше из любви, а не для бизнеса. Поэтому я, конечно, стараюсь считать деньги, да, например, столько я могу потратить в этот раз на эти растения, да, а не больше. И уже от этого отталкиваясь, смотрю на суммы моих расходов. Но иногда они бывают достаточно высокими. Так, сейчас я буду вставлять опору мою. Друзья, вот такая опора. Кстати, опора вызвала неоднозначное отношение. Я сделал видео, я вам скину ссылку, оставлю в описании к видео, на то, как я делал эту опору. Я ее делал из деревянной рейки. Знаете, я ее ничем не обрабатывал. Вот просто вот такая опора. Я такие опоры уже делал неоднократно. Вы знаете, в свое время. И они у меня служат по несколько лет. Но мне почему-то начали писать люди, не прям многие, но начали писать люди, что это все сгниет очень быстро.
Я не знаю, как нужно поливать растения, что нужно делать, чтобы сгнило очень быстро. Честно, у меня не гниют. Я такую опору держал, последняя у меня была, наверное, года 3 я ее держал. У моего филодендрона бразильского. В свое время у меня такой рос цветок, да. И у меня была на него такая опора. И вы знаете, прекрасно все росло. Я его поливал. Опять-таки ароидные я никогда не заливаю, я не держу их в болоте, да, чтобы там всегда была вода. Я даю хорошо грунту просохнуть между поливами. И когда я вынул эту опору года через 3, она была, вы знаете, такая чуть-чуть, чувствуется, что она была во влаге, да, то есть, но она не разваливалась, там не было никакой гнили, она не завалилась. То есть я ее мог еще пару лет использовать после того, как я вынул ее, да, но я ее потом убрал, потому что филодендрон перевел на другую опору, потому что она уже была маленькая для него. Причина, по которой я ее убрал, это уже неподходящий ее размер, так сказать, для самого растения. Поэтому не знаю, я вам оставлю ссылку, кто хочет, пусть делает, кто не хочет, не делает. Но у меня она не гниет. Не знаю, может быть у вас будет гнить, конечно. А еще мне посоветовал зритель или зрительница, честно сказать, не понял по имени, наверное, зрительница была, что можно обмотать скотчем. Та часть, которая будет у вас в грунте, можете ее обмотать скотчем, да, то есть для большей защиты, так сказать, от влаги. Либо покупать уже рейку изначально, которая пропитана каким-то защитным материалом. Да? Вот я ничем не защищаю. Вот так мою рапидофору я посадил. Сейчас мне ее осталось только подвязать. Знаете, подвязать аккуратненько к опорке, чтобы она у меня здесь росла. Да, знаете, даже это была веревка. Веревка, ножнички, все под рукой. Я ее сейчас подвяжу, и все, будет красиво. Так, еще вопрос был такой. Я стараюсь отвечать на максимальное количество вопросов. Последний вопрос, еще от одной зрительницы. Куда девать дубли, как поставить цену на продажу растения и как подготовить транспортировку растения. Куда девать дубли? Продавать, соответственно, либо дарить. Всегда можно подарить каким-то людям, особенно если я знаю, что человек будет хорошо ухаживать, я всегда люблю дарить растения. Да, моим знакомым, я говорю, ой, возьми такой черенок, возьми себе такой черенок, потому что я знаю, что им будет хорошо. Да, если нет, то продавайте. Как поставить цену, тоже очень легко. Посмотрите примерно, вбейте название вашего растения, посмотрите цену в вашем регионе, где вы живете, да, в среднем. Чем выше цена, да, посмотрите, я не знаю, мне кажется, просто промониторить, да, размер растения ваш, посмотрите, какие люди ставят цены. Если хотите продать быстро, цену ставьте пониже, чем основная. Если хотите продать хорошо и вам, в принципе, не принципиально, что она живет, у вас хороший экземпляр, ставьте примерно как у остальных или повыше. Да, и продавайте, это вообще не проблема поставить цену. Смотрим просто на других и ставим похоже. Конечно, если какое-то растение продается, там, я не знаю, по 300, будем говорить в рублях, по 300 рублей, не знаю, какая у вас монета там, да, или по 5 евро, вот у меня, да, например, 5 евро стоит какое-то растение, я его поставлю за 30, ну, вероятно, что я его продам практически нулевая. А если его поставлю за 3,50, то оно, наверное, улетит быстрее, чем если бы я его поставил за 5. Да? И как подготовить к транспортировке? Опять-таки, все зависит от растений. Я терпеть не могу делать посылки. Последнюю мою посылку я делал одной из моих зрительниц, Оксане, которая живет в стране Басков, это тоже регион Испании. Я все запаковал от души, благо Оксана все получила хорошо, то есть ничего у нее пришло не испорченное. Но я всегда очень переживаю, когда мне приходится делать посылки, потому что я не могу 100% знать, как почта отнесется к этой посылке. Может, они будут швырять. Я обычно, вы знаете, растения полностью стараюсь подвязать скотчем к посылке, то есть внутри самой посылки я ее скотчем всегда, когда уже запаковал все, то есть на грунт мы всегда кладем какой-нибудь материал, чтобы грунт не рассыпался, там то ли вата, то ли тряпочка какая-то, то ли еще что-то, какие-то салфетки. Все это обматываем скотчем, да, после чего я уже приматываю непосредственно к самой коробке, чтобы если ее даже швыряют, чтобы он не летал. Ну и плюс еще материал, обкладываю растения, да, то есть максимально мягкий материал, какие-то газеты, бумаги или пупырчатая вот эта пластиковая лента, такая, я не знаю, как она называется, пластик такой пупырчатый, как часто телевизоры обматывают, да, чтобы не ломались, не разбивались. И все, и отправляем с Богом, даст Бог, дойдет все нормально, да. И еще такой момент, я стараюсь никогда растения перед отправкой сильно не поливать, то есть поливать за несколько дней до отправки, чтобы они были напитаны, но сразу в момент отправки лучше не заливать 90% растений как минимум, да, может какие-то супер влаголюбивые, какого-нибудь хищника, может, конечно, наверное, да, стоит отправлять влажным, но остальные не стоит, потому что без воздуха, без фотосинтеза, да, в этой коробке они могут просто сгнить корни. Как-то я неоднократно получал лично я сам растения гнилые, потому что отправитель отправлял их сильно влажными.
да, то есть оно там все мокрое, они эту коробку засовывают, и оно там все сгнивает, запревает, поэтому тоже поливать сильно не стоит. Вот, друзья, вот такой вот вид, мне кажется, потрясающий. Потрясающе, просто мозгосшибательно получилось. Моя рафидофора с опорой на вырост, я вам сейчас ее покажу отдельно, с опорой уже, да, красиво. Мне кажется, получилось очень даже здорово, я ответил на ваши вопросы. Да, посмотрите, какая роскошь. Я вам ее вот так покажу, видите? Красивое растение. Я сразу уже подвязал, пусть она уже сразу начинает брать в эту сторону, у нее будут расти листочки, да, так и я ее поставлю этой стороной к свету, она у меня будет расти на одну сторону. То есть вот так она выглядит сзади, соответственно. И все, смотрите, сейчас я сяду подальше. И вот такой высоты у нее опора, максимальный ее размер. Рафидофора достаточно быстро растет, особо сильно она не гнется, поэтому, скорее всего, она будет расти вот так прямо. Ну, я думаю, как раз до момента загнивания этой опоры она у меня на ней просидит. Все, друзья. Всем спасибо, кто был со мной. Мы поболтали, пересадили, провели вместе время. Берегите себя, подписывайтесь при желании на канал, задавайте. Вопросов у меня уже очень много, на самом деле, пока вопросов не задавайте. Но если конкретно по этому растению что-то хотите спросить, хотя оно для меня тоже новое, и я про него еще немного знаю. Единственное, знаю, что не надо заливать, потому что все ароидные в целом не любят слишком большой полив. И яркий, умеренно рассеянный свет. Я постараюсь обеспечить. Все, до новых встреч, берегите себя. Пока-пока.